Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья Ксенчак. Я сегодня, наконец, опять вышла на улицу. У нас кошмарная погода, целыми днями льют дожди, просто невыносимо. У меня уже сносит потихонечку башенку, потому что дожди серьезно льют целыми днями, никуда не выйти по-хорошему, не погулять, солнца нету. О чем я сегодня с вами хотела поговорить? Да, о шляпах, о своем любимом головном уборе. Вообще я считаю, что головные уборы – это одна из важных частей в образе, потому что она создает законченность ансамбля. Но сейчас на мне нет шляпы, потому что погода довольно ветреная, я просто боюсь, что она у меня улетит, как в одном из прошлых видео я вам показывала, рассказывала, как у меня улетела шляпа прямо под колеса машины. Шляпа – это тот головной убор, который в первую очередь начинают любить женщины, когда вливаются в тему моды и стиля, начинают приобретать себе различные фасоны. Мужчины также не отстают от дам, но все-таки шляпы сейчас не в моде, и большинство мужчин и женщин ходят сейчас без головных уборов. Давайте, собственно, перейдем к теме, почему же исчезли головные уборы. На это есть несколько причин, точнее, я бы сказала, несколько версий, которые самые интересные, я сегодня озвучу. Некоторые утверждают, что закрытые волосы – это такой некий религиозный атрибут. И подобный атрибут существует практически во всех религиях. То есть, когда мы с вами, например, заходим в храм, то женщины обязательно должны надеть что-то на голову, мужчины, наоборот, должны снять. Но, тем не менее, то есть у женщин должна быть голова покрыта чем-то. Так как сейчас общемировая тенденция направлена на укоренение скорее науки, чем религии, поэтому голову стали открывать, и шляпы таким образом оказались совершенно не нужны. Но я менее всего склоняюсь к этой теории, потому что все-таки религии сейчас присутствуют, и если уж на то пошло, то зачем тогда мужчины сняли шляпы? Вторая тоже несколько сумасбродная теория связана с тем, что под головным убором кожа головы не дышит, что вызывает раннее облысение. Это отмечают некоторые офицеры военные, то есть они говорят, что под фуражкой волосы растут хуже, либо выпадают. Именно поэтому повсеместно отменили, можно сказать, шляпы, именно потому, что под них может образоваться лысина. Я с данным утверждением, наверное, не соглашусь, потому что все-таки шляпы создают сейчас из таких довольно дышащих материалов, допустим, фетр, вполне дышащий, стопроцентная шерсть, но почему бы и нет. Тем не менее, шляпы не носят. Тоже я думаю, что это маловероятная причина. Что касается именно широкополых шляп, тут я прочитала одну очень интересную и веселую версию. Широкополые шляпы стали популярными во Франции во времена Средневековья, когда отходы, так скажем, человеческого организма сбрасывались просто вниз на мимо проходящих там под окнами людей. И после того, как один из королей сам попал в неловкую ситуацию, когда он шел по улице, и на него какой-то простолюдин вылил целый ушат, вы знаете чего, то он издал закон о том, что чтобы как-то люди сообщали о том, что они собираются скинуть. Ну и, собственно, в те же времена стали популярны широкополые шляпы, которые защищали людей от льющихся потоками отходов. Когда появилась канализация, то надобность в широкополой шляпе исчезла. Но я тоже думаю, что это маловероятная причина. Я склоняюсь к двум другим. Жизнь современного человека ускоряется, и именно поэтому одежда тоже претерпевает изменения от каких-то тяжелых многослойных комплектов в пользу удобства, в пользу малослойности, если так можно выразиться. Именно поэтому мы с вами сбрасываем все неудобное, именно поэтому исчезают шляпы, которые, как мы знаем, улетают во время ветра, исчезают юбки в пол, они заменяются брюками, либо короткими юбками. В общем, все движется в пользу практичности. Ну и, собственно, шляпа – это не такой удобный аксессуар в тесных маленьких машинках, в автобусах тем более. Еще одна причина может быть связана с тем, что в 60-х годах дизайнеры предложили замену шляпам, которые, как мы уже поняли, не очень удобные, шапки.
То есть обычные трикотажные шапочки, которые плотно облегали голову и были, по сути, намного удобнее, чем шляпы. Распространению шапок способствовало спортивное движение. Я не могу сказать, что шляпа для каких-то видов игр спортивных вообще используются. То есть зачастую это какие-то либо шлемы, либо какие-то шапочки, либо кэпи. То есть так как в моду вошел спорт, то и головные уборы в моде стали спортивными. Шляпы ушли на задний план. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из вариантов вам кажется наиболее правдоподобным. Возможно, у вас есть какой-то свой вариант. Все может быть. И надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик обязательно. Ну и всем пока!